Рад вас приветствовать на YouTube-канале 8000 оборотов. Сегодня мы вам представим данный автомобильный обзор. Это Volkswagen T-Cross 2022 года с литровым мотором трехцилиндровым и коробкой DSG в Airline дизайне. А теперь подробнее. Официальный дебют Volkswagen T-Cross прошел 25 октября 2019 года на подиуме специального мероприятия в Амстердаме и стал самым компактным предложением во всей внедорожной линейке производителя. Добро пожаловать в век маркетинга. Не совсем обязательно иметь блокировку дифференциала и полный привод, чтобы называть себя внедорожником. Это компактный кроссовер Б-класса. Его габаритные размеры составляют: длина 4107 мм, ширина 1750, высота 1558 мм. Масса автомобиля с разными силовыми агрегатами составляет от 1245 до 1390 кг. Под днищем остается порядка 184 мм. В основе лежит модульная платформа MQB-A0, доставшаяся ему от Volkswagen Polo. Подвеска получила такую же компоновку. На передней оси находятся независимые стойки со стабилизатором поперечной устойчивости, а сзади полузависимая торсионная балка. Привод исключительно передний на всех автомобилях. Этот автомобиль выглядит довольно молодежно. Привлекает его светодиодная оптика. Интересно выглядит хромированная окантовка противотуманок, соединяющаяся между собой пластиком. Сам бампер видоизменен, потому что это Airline. Здесь имеются у нас парктроники, хромированная накладка по низу бампера, видоизмененные молдинги в цвет машины. В T-кроссах другого дизайна все в черном цвете, довольно несимпатично выглядит. В данной комплектации идут с завода 17-е колеса, хромированные рейлинги. Машина имеет бесключевой доступ. Довольно удобно. После того, как вы сядете в салон, вы оцените отличное качество материалов и деталей сборки. Эргономика салона на высоте. Все удобно расположено и легко доступно. Сиденья очень комфортные и поддерживают спину в правильном положении на протяжении длительной поездки. Панель приборов цифровая, которая отображает всю необходимую информацию. Кроме этого, на центральном экране можно настроить все функции автомобиля, в том числе навигацию, подключение к смартфону и многое другое. Что касается заднего ряда сидений, то места там довольно немного. Если еще увеличить объем багажника, то места не останется и вовсе. Несмотря на компактные размеры, кроссовер обладает довольно вместительным багажником. В зависимости от положения заднего регулирующего дивана может предоставить от 385 до 450 литров свободного пространства. Для перевозки габаритных грузов сиденья можно сложить и получить до 1281 литра, так заявлено производителем. Когда мы говорим о безопасности, T-Cross оснащен всеми необходимыми системами, которые помогут защитить вас и ваших пассажиров. Имеются системы помощи водителю, такие как система контроля давления в шинах, система предупреждения о посторонних объектах в заднем видеозеркале, а также система автоматического торможения в случае опасности. Кроме того, T-Cross может похвастаться множеством полезных функций и систем, которые делают вождение этой машины еще более комфортным и безопасным. Например, это адаптивный круиз-контроль с радарным датчиком, камера заднего вида и бесключевой доступ. Данный автомобиль оснащен трехцилиндровым турбированным мотором TSI объемом 1 литр с коробкой преселективным роботом DSG с двумя сцеплениями. И он выдает 110 лошадиных сил и 200 ньютон-метров крутящего момента. Рулит она неплохо. Подвесочка вот по ямкам, по литовским, по вильнюсским автомобильным дорогам. Здесь дороги, хочу сказать, не везде идеальные, но ездит она довольно неплохо. Динамика имеется. Для города идеальная машина. Хочется сказать по пластик. Пластик. Сейчас проверим, как она разгоняется.
Поехали. «12,3 секунды». Она разогналась до сотки. Практически мы уложились в заявку производителя. Проехали мы на данном автомобиле. Хочу сказать, с моим ростом 1,87 м я себя ощущаю комфортно и удобно. Я не устал. Сиденье довольно удобно сделано. Проезжая по городу, я оценил маневренность и удобство управления этой машиной. Он очень легко и плавно ездит по узким городским улочкам. У T-Cross также есть система помощи при парковке, которая сделает парковку быстрой и безопасной. Как и любая машина, Volkswagen T-Cross имеет свои плюсы и минусы. Я расскажу вам о них максимально подробно и честно, чтобы вы могли сделать обоснованный выбор при заключении сделки. Начнем с двигателя. Недостаточно мощный литровый мотор может показаться неудовлетворительной динамикой и затруднениями при обгонах на хайвеях. Кроме того, этот мотор работает достаточно шумно, особенно на высоких оборотах, что может раздражать. Следующий минус – автомат DSG. Эта коробка передач имеет место отдельного упоминания, потому что ее поведение может проявляться некоторыми проблемами. Вероятность пользования грубостью переключения достаточно высока. Особенно при движении на малых скоростях. Также возможны проблемы с переключением при нагрузке, что может привести к ускоренному износу сцепления. Также стоит отметить, что машина не очень экономична в расходе топлива. При активной езде он может составить порядка 9 литров на 100 километров, что может оказаться несколько выше, чем у других автомобилей данного класса. И, наконец, последний недостаток – цена. Volkswagen T-Cross 2022 года с двигателем 1 литр и коробкой DSG стоит довольно дорого. Если сравнивать с конкурентами в этом классе, то цена может выглядеть особенно завышенной. В целом T-Cross это неплохой автомобиль с некоторыми плюсами и минусами. Если вам нужна хорошая динамика и комфортная езда, то возможно стоит рассмотреть другие варианты. Однако, если вы ищете компактное и эффективное средство передвижения, он может стать идеальным для вас. Кстати, данный автомобиль продается. Контакты на продавца я оставлю в описании. Подписываемся на канал, ставим лайки, жмите на колокольчики, пишите комментарии, что хотите увидеть, какие-то, может, автомобили, какие вам будут интересны. Мы попробуем их отснять. Кнопочки, аварийка. Volkswagen T-Cross 2022 года с литровым мотором и коробкой DSG. И красным автобусом. Автобусом.